Красные человеки на красном диване. На красном диване. Прекрасно-диванные разговоры. Не просто так эта песня зазвучала у нас в эфире, дорогие друзья. Конечно, доброе утро. Вот дождались мы с академиком Эдгарчаном. С рождения мечтали о том, что этот человек, который исполняет эту песню, появится у нас в студии. И на будет на нашем диване красном. Да, мы специально Диму не посадили на диван, чтобы он не сливался с диваном. Ну вот. да, сегодня у меня такая майка, но дело не в этом. Итак, гости уже здесь. Представь, пожалуйста. Дорогие друзья, у нас в эфире человек, который поет эту песню. Боссон, доброе утро. Нам будет good morning. Нам будет помогать общаться с этим замечательным человеком очаровательная Мэри. Мэри, доброе утро. Доброе утро. Как дела? Как Дима, Дела идут. дела у прокурора, у нас делишки. Много есть вариантов. Дорогой Стефан. Да. Ну что, кроме Эдгара, кроме Боссона и Мэри, у нас в гостях также исполнитель-певец Эдгар, очень известный. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И человек и продюсер Тарон Паусян. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну что, во-первых, давайте поймем, что делает Боссон в Армении, какими судьбами, кто, что, зачем. What are you doing here? And what is your plans in Armenia? What are you doing here? Есть ли у вас план, мистер Do you have any Боссон? Да. plan? Так. Yes, actually it's my first time in Armenia, and I've been traveling a lot, like in different countries around Armenia, actually. But Это мой первый раз в Армении, моя первая поездка, и у нас много планов разных было и есть. Отлично. but it's it's my first time, and it's I had fans, and I've been communicating with fans here for a long time, but I've never been into the country, so it's really exciting for me to be here. Actually, and I got the opportunity to come to Armenia now because of that we are working on the duet with Edgar and these things. So it was a great Я понял, opportunity. да, что будет дуэт с Эдгаром будет. У меня много Так, поклонников в Армении, с которыми я общался. Много плюс два. Вот. Много Да, плюс уже два, стало да. больше. Да. С помощью социальных сетей, так что для меня было очень интересно познакомиться с ними, приехать сюда. А также у нас намечается новый дуэт с Эдгаром, который мы собираемся презентовать здесь. На каком языке песня, Эдгар? На индийском. Точно на санскрите или на хинди? Не, на самом деле у нас 50 на 50. Половину на русском, половину на английском. Два слова на армянском есть хотя бы песня? It's very much Ну, мы сделаем армянскую версию тоже, я думаю. Там Понятно. предложил Ну, 6 тогда- восьмых сделать. Тогда и индийскую надо тоже сделать, если уж Да, сказали. в Армении всё. популярны вообще индийские мотивы в Конечно, последнее время. конечно. Слушайте, вот я хотел у Боссона спросить всегда, вот с рождения практически. yeah. We will mix all kinds of languages in this song. Even what was the other language? What word did I learn the other day? Он спел пару слов на карабахском. Диалекты? It was a very important word, but now I Это было на карабахской свадьбе? Нет, это мы в ресторане сидели, Так. и он выучил, он не спел. А ну да. Ну-ка, Скажи. давай. no, it was paparom in the end. Почему? Почоромом. Pitch почоромом. It's like pitch почоромом. It means Дима, kiss me or like. будь бдителен, потому что Боссон готов уже. Почему? Готов почему? поцелуем. А ты ближе всего сидишь к нему, напротив, скажем так. It's almost like я люблю тебя. No, it's like pitch почоромом. It's like. Ну да. Мы I kiss you. понимаем, да. So we're gonna use that in the song too. It's, Слушайте, а теперь серьезный вопрос. Боссон, объясните, пожалуйста, феномен шведских исполнителей, Мэри, переводите параллельно, вот, потому что Швеция периодически выстреливает и отдает мировому попу и року Да, огромное даже- количество Даже звезд. нельзя перечислить, очень много таких Да, исполнителей. я не знаю, там Абба, Абба, Инги Европа, Мальмстин, Европа, доктор Албан. В чем феномен? Да, Ace of Base, Боссон. В чем феномен Откройте нам шведов? секрет, да? Да. Yeah. I mean, when I was in the States, I did a tour with Britney Spears, and I did a lot of things in the States, and I visited a lot of radio stations, and they always said like, "What's in the water in Sweden?"
Like, это из-за воды. Yes, Он говорит, because я очень много делал туров с известными певцами и певицами, как Бритни Спирс, по всему миру, и когда приезжали на радиостанцию, меня спрашивали, какая вода в Швеции? Ну вот, yeah, because but I think it's because when we grew up with certain kind of melodies, a lot of like pop music or like this very simple melodies, and that's what we learn. And we also, you know, we start early in school to like with lessons in music and things like that. So we have a strong pop culture in Sweden when it comes to melodies and this. And also we study English very very early, so we get the English too. So we kind of. So I think that's a factor. And we travel a lot, so we get a lot of influences. Yeah. Мы в Швеции очень рано начинаем учить английский язык, нас рано приучают к музыке, и у нас очень сильная поп-культура. Да. Кто бы сомневался. Да, ну, я думаю, что... Мы все к этому тянемся, он говорит. Ну, But it probably starts with ABBA, though. I mean, when you have like... Скорее всего, это все началось с группы ABBA. Sometimes it starts with these songs and the melodies, and you grow up with it, and then you get inspired by it, and Мы you keep выросли on на going. песнях ABBA, и это нас вдохновляло. It's the same in Armenia, probably when you have sports and you have one sport that is big, and then you got the kids growing up, and you like want to do the same thing. Or singers in Armenia, you know, like Sona and these То же girls. самое, что в Армении, когда есть у вас какая-то звезда, которую все хотят тянуться. Да, Ясно. понятно. Ну и вода имеет значение, ну и вода, кстати. да. В Швеция не с музыкой, только там и с футболом, Златан Ибрагимович. Да, всё что в хорошо. Армении тоже, в общем-то, вода. Златан. Есть город Дилижан, где вода второе место в мире. Это После Стокгольма, я так поедем. понимаю. Или после Гетеборга. Сан-Франциско. После Гетеборга. Ну что, Эдгар, каким образом вы вышли на Боссона и насколько сложно, ну, со звездой такого уровня работать и вообще предложить ему даже такое? На самом деле все очень сложно. Так. Не будем сейчас лукавить и говорить, что все это легко и просто. Мы говорим правду. Очень сложно. Во-первых, языковой барьер. Вот спасибо нашей мэрии, потому что это все как бы на ее плечах, все переговоры. Эдгар тоже, как я и Дима, плохо учился в школе. Да. Прогуливал уроки английского. Да, началось все с того, что у нас было совместное выступление, и после выступления я, Боссон, Тарон и Мэри поехали в ресторан поужинать. Отлично. Вот. И когда мы ужинали, Боссон поинтересовался, а есть ли песни, которые ты написал, так как я пишу песни сам в основном, но еще не исполнял, то есть демки. Я говорю, да. Он надел наушники прямо в ресторане, послушал данную песню, которую мы сделали сейчас, и говорит, что она мне очень нравится. И там уже было понятно, что, ну, так хацелали, уже можно. Да пач-пачвоцы. Да, подчеркнут там. И вот так у нас родилась эта идея, и мы начали... В ресторане. В ресторане. Пожалуйста, дорогие друзья. Yeah, we wrote the song in a restaurant. Yeah, it's true. Да, мы написали песню в ресторане. Отлично. Вот видите, к чему приводит обычное армянское гостеприимство и, соответственно, Кстати, застолье. Actually, it's true. Боссону Because очень нравится именно армянское гостеприимство и общение с людьми. Ну, а Таких кому не приветливых нравится? он нигде не встречал, и он до сих пор удивляется. yeah, but I think it's true. If when I heard the song, it was like, wow, it's a great song, but we can do some changes. I think it can be better. But we were not thinking about the duet at that time. It was just like, yeah, you can make the song better, or like we can improve it. But it was a great song. If he would play like not good song, I would like, yeah, work on it. It's great. But now it's like, this is good. We can, you know, like you get inspired when you hear Он, something. когда услышал песню Эдгара, сначала не было мысли о том, что можно спеть дуэтом. Так. Он такой, да, мне нравится хорошая музыка, можно чуть-чуть поработать над этим. И тут же возникла у него идея о том, что а почему бы и не спеть дуэтом. Отлично. Тарон, вы как продюсер, ну вот сегодня работаете с Боссоном, с Эдгаром конкретно, да, я так понимаю. А вы понимаете, что с этим человеком работал продюсер Бритни Спирс, то есть не самые последние люди на этой планете Земля. Как вам? Легко работать со звездой такого уровня? Что это, ответственность. что это вам дает? Еще выше поднимается. Кроме денег. Кстати, вот Тарон заплатил, взятку дал уже. Да, взятку я дал уже. Да. Понятно. Если у вас есть такие бумажки, Знаете, приходите то, к нам что на интервью. Идея, говорит, родилась в этом ресторане. Это Да. самый получилось дорогой
ужин, да? Сейчас Так. мне еще Вам еще здесь, так, достаточно затратный. Затратный. То есть это ваша была идея про ресторан? Да, Ну, ну, конечно. продолжение, да, как-то. Приятно, да, работать с мировыми артистами. Ну, я не знаю, насколько здесь он популярен, но... Нет, достаточно популярен, потому что я вам скажу, что Боссона достаточно часто заказывают у нас в эфире. Да, Ну, понятно, что радиослушатели. девушкам и женщинам он нравится больше, чем мальчикам и мужчинам, но тем не менее это такая активная достаточно часть радиослушателей. Ну, мы рады. Я, если честно, давно живем, работаю в Москве, хотим иногда сюда пригласить иностранных артистов, да, мировых. Ну вот. У нас получилось, да, я думаю, это не первый, не последний раз. Хочется все-таки Армению как-то показать больше. But it's interesting, like you said, because I was wondering, sometimes when you come to countries, you don't know exactly how much or what songs are being played. But you mentioned 1 in a million, and I believe, right, that they Какие played here, песни заказывают? that you play here, or that you... Ну, во-первых, вот Из это ваших, вот... ну да, ваш главный хит. Ваш главный хит, конечно же. One in a million. Да, Stay. This is our life. You open my eyes? Way up, вот... Or F. Христо, or... Да. Не, много песен на самом деле. И вот я смотрю... There's a many Раз, два, songs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yeah, 14, okay. 15, Yeah, it's probably albums. 16, 17. Около 25 песен находится в ротации. Практически Around все. 3-5 songs. Yeah. Есть альбом. But because I was there, yesterday we were doing a performance and I was thinking like, okay, like in Russia we have like, I have maybe 5 songs that they know, or 4 or 5 songs, and I did a duet with Lalita and Katya Lel as well. But but when you come to Armenia, you don't know exactly what songs people listen. Уникальность нашей... That they recognize. Переведем для радиослушателей, да. Да, Что он в был- России популярны те песни, которые которые я- исполнялись, да, с Да, Лолитой, дуэтом с с Катей Лолитой, Лель. с Катей Лель, и он был удивлен, что в Армении также слушают его песни без Да, дуэтов. вот я хотел сказать, что уникальность Армении в том, что для того, чтобы быть популярным, не обязательно записать альбом местными исполнителями. или, да, песню с местным исполнителем. То есть мы любим артистов в чистом виде. Уже потом, если появится дуэт, это хорошо. Не появится, тоже нормально. В общем-то, мы не переживаем по этому поводу. Yes, it's interesting. But that was my ticket to come to Armenia, actually. Because I haven't been here Это был before. моим билетом, чтобы приехать в Армению и успеть с дуэтом. Because I haven't been here. No, but actually, you know, it's like I kind of like the song, and maybe some people would say like, no, you shouldn't do this, or you shouldn't do this, or you shouldn't work with this person. But for me, usually in my life, I worked with, of course, like you know, Kylie Minogue and Britney Spears, and with the Sandra Bullock movie, and all these people, or like Howard D and Backstreet Boys, I worked with as well. So I worked with a lot of different people, but I don't judge people from if you're this or like a star or not. Yeah, it's like yeah, you can translate. Да. Он говорит, да, запомнил. Он говорит то, что мне приходилось петь, естественно, с разными певцами, с достаточно известными, как Бритни Спирс, Backstreet Boys, да, Кайли Миногра, поработать с Сандрой Баллок. Я не сужу людей по их известности, то есть я могу также спеть с малоизвестными людьми, если проект мне интересен. И как бы мне ни говорили, пой, не пой, рискуй, не рискуй, я хочу работать со всеми. And I also, of course, I work. So I judge when I heard the song. I just I like this. I think we can do something with it. Когда я услышал песню, я it's all сказал, да, about. мне нравится, я And могу сделать then что-то. Edgar was a nice guy, and then we kind of А так worked как it Эдгар out. хороший парень. And then of course I asked, I had to ask. Ну, Эдгар однозначно лучше, чем ребята из Backstreet Boys. Спасибо, но смотрите. Я согласен. А вот сложно ли было Боссону вот работать с этими зарубежными звездами? Потому что вот, как известно, Бритни Спирс, она очень капризная, да? Вот It такая. was difficult for you to work the Western celebrities like Britney Spears because I know that she has a hard character. Дима, ты с ней No, знаком? actually, she you know, she was very humble and very nice. Because it was also very early in her career, so we did 24 dates in the States, like tour around like big arenas, and I mean she
У него был 24-дневный тур был по с Бритни всей Спирс, он да, разогревал Штатах. публику перед ней, да, выступал, а потом она была хедлайнером. Но с ней было легко достаточно. And she was very young, and she had a lot of pressure on herself. So, of course, she kind of freaked out in the end because it's like she tried to live под up. конец она уже немножко растерялась, нервничала, но... She tried to live up to kind of a role model of being the perfect, like girl. And Christina Aguilera was like maybe like, but she was like, she had to be perfect. And so, Кристина Агилера была намного and it's a lot of pressure, but it's, Вот все-таки там... Не читай желтую прессу, не читай. Все это враки. No, but I mean, these I was also invited by Sandra Bullock down to the set when they filmed Miss Congeniality. So, когда снимали, он был приглашен как... So she called me and said, like, do you want to come down to the set? And человек, который писал саундтрек, да. Yeah, even if they're big superstars, they're really humble. Like they try their best. Даже если они большие суперзвезды, все равно они все-таки общительные. She has a very humble personality, but so many people around her that puts pressure on her. So in the end, when she shaved her hair, it's like, wow, it's огромное количество людей как бы давит, окружает их своим присутствием, но все равно, тем не менее, они остаются на reaction of being the perfect girl or the perfect. She didn't want to, like. Everybody put pressure on, you should do this, and you should wear this, be nice and smile, and suddenly it's just like, she got crazy. But she's a very nice girl and very humble. Хочу спросить у Боссона, что делает он сейчас. Последний альбом вышел в 2013 году. Когда ждать поклонникам нового альбома и где он работает и живет сейчас конкретно? Where do you live now? And your last album came out in 2013. When they will see the new one? 2013. We did a project. It was a little bit more modern music, but мы делали в 2013 более современный модельный версию. And because I worked really hard from 1999 until 2008, around that. I worked really, really hard. Я усердно работал с 99 по 2008 год. And I was all around Europe and Asia, and I toured and I did promotion. У него был по всему миру в то время, Азия, Европа, Штаты. And then I released 3 albums, and I worked with music, and I produce, and I write, and I go out on tour. So at 2008, I kind of the creativity was lost a little bit with their songwriting, because 1 in a Million I wrote myself, and most of my songs I write, and some I produce. Своих песен я пишу сам, и так же как и 1 in a Million. So at that time I just lost a little bit the inspiration and love for music, and then I started to only do shows instead of writing, И с 2008 года он как немножко приустал уже и делал только шоу, а не писал песни, не сочинял. But I've been trying to come back to the creative part of writing, to find the love to music again. But and I've been like, I take small steps all the time. But before I used to work like 12 hours, sit in the studio or just like write music. But at some point I worked so hard with the albums and I control so many things myself, like the record company or the writing or the producing. So it became a little bit too much at some point. Потихоньку я вернулся, я работал в студии по 12 часов, а то и больше бывало. И теперь написал новые песни. But now I'm actually ready again. So now I can Сейчас он уже feel готов, и, скорее всего, скоро the inspiration of writing. После Армении, да, точно выйдет его It's новый. Armenia, it's because Armenia, because это новый. У нас тоже хорошая песня будет про Армению, надеюсь. Will you sing song about Armenia? Yeah, I can do that. Про Армению и армянских девушек обязательно. An Armenian girls. Кое-что получилось. Ему пару дней назад задали вопрос, кто одна из его миллиона, да, One in a Million. Он сказал, я думаю, это будет армянка. Теперь уже точно. А, кстати, вот пока вы не были еще в Армении, какая публика, какой страны мира вам больше всего нравилась? Принимала вас лучше всего? What people did you like more? Which countries? I mean, like all the countries have different personalities and different kind of traditions and styles. But
Mostly where I come, I feel very welcome, though. I mean, usually... Куда бы я ни приехал, я чувствую себя всегда хорошо, потому что очень I have приятные good люди. people taking care of me. If I Люди don't come, заботятся обо мне. if I work, but if I come as a tourist, of course, it's a different thing. But if I work and I come as an artist, of course, different mentality. But I have to say, Разная ментальность у людей. in Thailand, they're very, like they have a nice personality. But I mean, in Armenia as well, the people I met here and I worked with are really В great. Таиланде люди And очень приветливые, I но felt в very Армении, welcome, though. но в Армении я себя чувствую. But in Russia also, like, and in all the eastern territories, I feel I've worked the last years. So I work with great people. Также в России, где он работал последние несколько лет. Он сейчас тоже чувствует хорошо. Ну, понятно. Хорошо там, где, в общем-то... But then of course you have like in some countries like in Singapore, South Africa, and Switzerland and Norway, some of my songs went to #1, and then you were there like a little bit more than other countries. But I mean, в Сингапуре, в Южной Африке, в Нидерландах его песни всегда в чартах первых, да. Поэтому он говорит, я себя там чувствую как бы лучше. А как Швеция? Что там происходит? Sweden girls. Everywhere I come. Russian girls, I love them. No, but it's... but it's true. I mean, you have fantastic, beautiful girls in Armenia. That is no secret. Everybody knows it. But Sweden is a great country. I mean, So I feel very proud to be Swedish as well. And я горжусь тем, что я швед. И Швеция тоже очень красивая, приветливая, дружная страна. We've also been a very open country and liberal and for a long time, and we also traveling all over the world, like the Armenians. I mean, I know I met a girl in Los Angeles. Actually, she was from Armenia. She was very. Я встретил девушку в Лос-Анджелесе, которая, армянку. She was very nice. So of course, and in Sweden and in Russia, you meet Armenian people everywhere. And it's a little bit like Sweden too. We're a little bit like traveling country also with the language and everything. It's easy to go around. Ну что ж, отлично, я думаю, и давайте тогда блиц-опрос для Эдгара сначала, да, а потом уже для Боссона. Итак, Эдгар, какой ваш любимый вид алкоголя? Домашнее вино. Домашнее вино. Как вас называли в детстве? Толстяк. Толстяк. Какое у вас хобби? Спорт. Спорт. Какой спорт? Бокс, борьба. Бокс, борьба. Книга, которую вы читаете сейчас или которую прочли? Ну, последняя. Последняя, да. Книгу? Да. «Профессия киллер». Профессия, отлично, так. Любимая группа или исполнитель? Армянский или зарубежный? Любой вообще. Да. Ну, как фаворит, кто? Равняюсь, скажу так, Стас Михайлов. Стас Михайлов, отлично. Так, на чем добрались до студии? На машине, не на велосипеде явно. Любимый вид спорта? Бокс. Бокс. Так, кумир есть какой-нибудь? Нет. Нет. Что вас больше всего бесит или раздражает? Когда задают много вопросов. Отлично, все. Дима, все. Дима молчать. Дима молчать. Я, конечно, хотел. Тем более любимый вид спорта бокс. И опять ты ближе всех. Мне надо поменять место. От поцелуев Боссона я далеко. И от ударов Эдгара тоже. Ну ты предусмотрительно. Конечно, конечно. А теперь давайте. А теперь вот да. Для Боссона. Так. Yeah, we're filming. Okay, I film the video audience right now. Отлично. Так, итак, какой любимый вид алкоголя у нашего гостя? Wow, Armenian cognac. Отлично. Кто бы мог сомневаться вообще? Армянский коньяк. Как Боссона называли в детстве? What was your nickname when you were a child? Oh, actually, I think it was one of my nicknames was Dreng. Dreng? Dreng. It means like it means the kind of farmer's son.
Все, я понял. But because there's a song called Staffan var en stalleträng, tack om du så gärna. It's like a Christmas carol. Да. And Staffan is my name. So Staffan var en stalleträng. Yeah, I got to sing this song when I was young. Все ясно. Вот, какое хобби есть у... What is your hobby? Может, кто-нибудь собирает, коллекционирует? No, but actually music was my hobby in the beginning, and then it became my job. But I did a lot of sports when I was younger too. I played soccer and I played table tennis and golf and sports. Музыка изначально была его хобби, потом стала профессией уже, да? А так он с детства играл в футбол, гольф и настольный теннис. Да. Книга, которую сейчас читает Боссон, он же Стефан, или книга, которую он уже прочел, закончил? Your favorite book that you have read? Or No, favorite. Сейчас. Последняя книга. Да. The last book that you read. Actually, I'm terrible at reading books. But I read more like magazines, like scientific magazines or like news or business. But books, I can't read. I mean, I would like to be able to read, but it's like I read 2 pages and then it's like I think about and I think about Я бы очень хотела читать книги, но чтение книг это не мое. Я больше читаю журналы о бизнесе, истории. I have an autistic mind, so my thoughts are going like this. Какая любимая группа или исполнитель у Боссона? Your favorite group or singer? I listen a lot to like actually Coldplay now lately and Keen, but before it was Crowded House and in the 80s. I mean like groups from the 80s I like. But I grew up with a lot of R&B, but lately it's been like Coldplay. R&B? Все, понятно. Слушай, кто у нас был последний гость до Боссона? Вот он тоже любил Coldplay, кстати. Да, на той неделе. Да. Так, любимый вид спорта? Your favorite sport? To watch is actually ice hockey. Ice hockey. Yeah, to watch. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, это... Футбол. Yeah, football. Смотреть. Everything that contains the national team, you know, like when Sweden plays against it's ice hockey or football, like soccer. Трекрунер, да, все понятно. Трекрунер, that's great. Кумир, если есть такой человек. Who? Idol. I actually don't. I never had like posters on the wall with idols actually like this. У него никогда не было кумиров, и он... Ну, по Библии человек живет. Никто не был идолом, даже Билли Айдол. Что бесит или что раздражает больше всего Боссона? What can make you like nervous, stress? I don't know. Not so much lately, or to. Не так много может его раздражать. To get into situation, I have a need of control, kind of. So get into situations where I didn't plan or where didn't like. Он человек, который вот любит все контролировать, и у него все должно быть по расписанию. И когда что-то происходит внезапно, вот это его как раз и раздражает. Это все Северная Европа. Да, вот это ранимая душа. Да. Вот. У тебя есть еще вопросы? Нет, академик. А у меня вот такой вопрос. Какой из знаменитых женщин Боссон бы хотел застрять в лифте? Или проснуться в постели. Ну ладно, это ты сразу. Это одно и то же. Ну, практически, да. Застрять в лифте. В московской пробке, в армянском лифте или проснуться с женщиной в постели. You mean like any celebrity? It doesn't matter. I didn't need to meet her, right? It's nothing that I met. Okay, so any celebrity. Я думаю, что с кем хотел, он застрял уже. Да, у него есть специальный человек, который выключает лифт. Yeah, exactly. That's true. I have a lot of secrets, but I cannot tell them right now. But no, it would be interesting to get stuck somewhere with Taylor Swift. We can write some songs together. But also like Kate Hudson, maybe. I don't know. It's я думаю, что да. Interesting. Да. Country Lift.
Тейлор Свифт, Country Lift, Тейлор Свифт. Ну что, большое спасибо нашим гостям. У нас в гостях сегодня Боссон, Эдгар, Мэри, Саркис, Таран Полусян, продюсер. Большое спасибо, удачи, новых планов, новых клипов, новых радостей. And thank you for playing our songs Спасибо вам большое, спасибо за то, что and thank you all the viewers or the listeners. Спасибо. Спасибо всем слушателям также. От Боссона. Спасибо. Спасибо большое за эфир, было очень приятно. Я думаю, что мы к вам еще придем. Приходите. Мы ждем всегда. Приходите со Стасом Михайловым, у нас к нему много вопросов. Да. Скоро И даже не про Стас лифты. Михайлов, и мы у вас в гостях. Все, Эдгар, Стас Михайлов. Вот завтра ты... Новый дуэт еще и новый квартет. Эдгар, Стас Михайлов, Егор Глумов и академик Макарчан. Вот это я понимаю. А то они вот будут это петь, сила. а мы будем мешать. Ну, мы да. подтанцовка обычно. Так, ну что, еще раз поздравляем с наступающей презентацией. Успехов, удачи и приезжайте к нам в Армению почаще. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, Боссон у нас в эфире, уже не мешаем, он будет петь в полный голос, все остальное после. Доброго всем дня и хорошего настроения. Ура!